Всем привет! Хочу посмотреть конкретно и по делу на картах Таро на такую тему. На что у вас в скором времени откроются глаза. Знаю по своему опыту, бывает так, что самые лучшие возможности мы в жизни пропускаем от того, что у нас на это просто закрыты глаза, мы это не видим. Мы заняты, наш мозг занят, фокус держит на чем-то совершенно другом. На дне колоды, конечно, паж, это очень хорошо, паж – это новые возможности. Паж жезлов, у вас откроются глаза на новые возможности. Но на что конкретно? На что конкретно покажет расклад, у вас откроются глаза. Давайте так, чтобы можно было выбрать, я сделаю 3 расклада. Левый, центральный и правый. Можно заказать разные сферы жизни. И вы получите конкретный ответ, на что у вас конкретно откроются глаза в скором времени. Загадывайте свои временные сроки. Итак, первый расклад начнется с вот этой карты. Второй расклад, средний, начнется с этой карты. И третий расклад, правый, с этой карты. А потом я, конечно, добавлять буду. Но на что действительно откроются глаза, у нас 4 масти, и мы можем предположить. Итак, по левому раскладу, но это вообще не только 4 масти, это карта Солнца. На то, чего раньше не было видно. Солнце проясняет путь. Показывает то, чего раньше вообще не было видно. Это очень хорошая карта, супер важная. И она показывает, что у вас откроются глаза на успех в карьере, скорее всего, потому что Солнце, прежде всего, это личный путь человека. Это ваше личное предназначение. Это то, что для вас задумала Вселенная в момент рождения. Подсолнухи, здесь подсолнухи, видите? Намек на вашу карту рождения, так называемую натальную карту. Натал рожденный. И вот на что у вас откроются глаза, на то должны были все время быть открыты. Но кому-то было выгодно, чтобы вы не видели своего пути. Потому что Солнце всегда показывает успех человека. У вас откроются глаза на то, что принесет вам огромный успех, потому что лучше, чем карта Солнца, второй карт нет. И именно Солнце говорит, что будет успех в вашем личном пути. Вы, наконец, выйдете на свою дорогу счастья, и никто вам больше не сможет помешать. Почему нам мешают люди? Иногда бывает такая неравная конкуренция. Во-первых, потому что все родились совершенно с разными ресурсами. Нет 2 одинаковых людей, которые бы родились хоть когда на этой земле. Триллионы уже людей рождались, и еще триллионы будут рождаться. И за это все время, что есть люди на земле, а это примерно 4,5 миллиона лет люди есть на земле, вот как мы с вами, не было человека ни одного, чтобы повторил судьбу другого. То есть каждый человек на землю рождается другой, разный. У нас у всех разные отпечатки пальцев, у всех разная судьба, у всех разный ресурс, у всех разные таланты, внешность, фигура, все разное. И Солнце говорит, что если вы идете по своему пути, по своему солнечному пути, по тому пути, который для вас задумали звезды при рождении, или Всевышний, или Бог, как хотите называйте, речь об одном и том же, там не дедушка на троне, нет. Там такая сила, которая держит триллионы звезд. И эти триллионы звезд выбрали вас для рождения и выбрали вам путь. И ваш путь всегда зашифрован в карте Солнца. Это ваш путь, земной путь, счастливый путь. Солнце – это счастье, витальность. Высшая сила, наконец, выведут вас в ваш голубой океан. Если кто не знает, есть такая теория голубого океана. Это не только теория, она уже себя проверила практикой, но вообще об одном и том же, просто разными словами. Голубой океан – это бездонность ваших ресурсов, и там нет конкуренции. Это ваш океан, это как внутриутробные воды именно вашей матери. Это ваш голубой океан, где вам нет равных. Нет ни одного человека на Земле, который бы имел бы ваш ресурс. А еще есть Красный океан. Там, где все как мишура, такая крысиная возня. Каждый хочет утопить другого. Но если конкуренция здоровая, что бывает крайне редко, это просто каждый себя проявляет.
но а потребитель выбирает. Но такого не бывает, такое бывает очень редко. В основном очень много людей с перекошенным сознанием, которые хотят у вас украсть вашу интеллектуальную собственность. Вы знаете, о чем идет речь, правда? И так далее. То есть теперь вы выходите в ваш голубой океан, где весь светит ваше солнце. Даже астрологи говорят уже веками. Астрологии больше где-то, больше, чем 4000 лет точно. И в астрологии есть понятие внутреннее солнце и внешнее солнце. Внутреннее солнце – это ваш солнечный путь. Это так, как было вам предназначено судьбой. И ваш путь никто не может пройти. Почему у вас до сих пор не получалось, почему Вселенная вас не слышала? Она вас слышала. Просто вы шли, мешаясь с другими людьми, другие люди вам мешали на вашем личном пути. Или вы свернули, не зная этого. Теперь вы свернете на свою дорогу удачи. И на это Вселенная вам откроет глаза. Где ваша дорога? Там, где у вас голубой океан, а не красный. Там, где вы в единичном экземпляре. Вот так. Мало кто-то может. Я с таким трудом иногда нахожу людей на YouTube, кто сам собой. Это чудо, как интересно. Потому что каждый пробует повторить успех другого. Это так скучно, это так неинтересно, это так неталантливо, это так топорно, когда все на одно лицо. Это так неинтересно. YouTube сделал YouTube мой канал. То есть мой, ваш. Чтобы вы себя показали, какой вы есть. Но часто мы не знаем, каким мы есть. И карта Солнца говорит, вам предстоит познать себя, узнать, какая вы есть, и что для вас работает, что вам приятно, что делает вас счастливой, и этим заниматься. Но тоже это мужчина, успех в личной жизни, это хорошие деньги, это Вселенная откроет глаза, как заработать, это успешные финансы. Солнце – самая лучшая карта. Вы выйдете на счастливую судьбу. Средняя карта, она показывает королева пентаклей. И это, конечно, деньги. Вы выйдете на карьеру, которая принесет вам прекрасные финансы. Это та карьера, которой вы должны были заниматься. Потому что можно зарабатывать много, но если вы делаете то, что вы не любите, вы портите себе здоровье, отравляете себе жизнь, и ничего хорошего там нет. Поэтому нужно заниматься только теми делами, которые делают вас счастливой, которые вы любите. И поэтому королева Пентакли – это вы под своим деревом жизни. Здесь намек на вот это же дерево жизни, которое у вас на карте Солнца есть, видите? Это ваши фишки от рождения, ваше дерево жизни, ваши родные. У вас в роду много людей. Я бы сказала, не хочу вас напугать, но тысячи и тысячи, до 500 000 людей у вас в роду. Потому что существует всего 12 родов, как 12 колен, да? Самых таких. Если поделить человечество, вот на 12 нужно делить, а там уже идет всякие ветви, всякие branches, но вначале вот 12. И то, что вы сидите под своим деревом жизни, это не дерево вашего брата или вашей сестры, нет, это ваше личное. Это то, что вы унаследовали, ваши фишки. И там вы очень хорошо зарабатываете. Многие из вас по этой карте поменяют карьеру, многие из вас по этой карте найдут новую профессию или начнут образовываться, или же будут работать для себя. И обязательно будете успешны. Это деньги, это, знаете, благополучие. А также деньги – это просто индикатор, что людям нужно то, что вы делаете. Но деньги – это никогда не самоцель. Потому что здесь не в Пентакле дело, а что вы в удобном положении, в удобной одежде, вам приятно, у вас крепкое здоровье, потому что дерево – это здоровье. Вот в этом суть. То, что вы делаете, вам дает здоровье, а не забирает. Как у многих людей, то, что люди делают, забирают у них силы, здоровье, физически или ментально, или эмоционально человек изнашивается и меняет, как дьявол. Помните, люди гибнут за металл. Вот это то, что у Фауста было. То, что, понимаете, да? Вот из этой великой человеческой трагедии. Это великая человеческая трагедия, что люди гибнут за металл. То есть меняем себя, свою жизнь на деньги.
Ну а что такое деньги? На них же сразу все не купишь, правда? Нужно человеку мало только на один день. Ну а завтрашний день сам о себе позаботиться. Главное, чтобы вам было удобно, вот в удобном положении вы, и у вас все есть. Вы ни в чем не нуждаетесь. И у вас есть возможность верить в то, что в будущем будет еще лучше. Вот на это откроет глаза Вселенная. Начнете помаленьку открывать глаза и видеть, вот этим я могу заниматься, потому что это мне доставляет удовольствие. Или же, пусть не удовольствие, хотя бы мне это не трудно делать, мне это легко делать, легко дается. Делаю, что могу. И тогда вы выходите на такую дорогу, где у вас деньги есть, но вы их не меняете на жизнь. А наоборот, работа вам дает еще больше настроения, желания творить и так далее. Итак, третий выбор. Колесо фортуны, еще лучше карта. Шикарно. На что откроет глаза Вселенной? Здесь такие карты, что даже добавлять не надо, все и так понятно, правда? Вселенная откроет глаза, что вы человек удачливый, вам очень повезло. Я знаю, что многие так не думают. Сколько я получаю комментариев в жизни, люди рассказывают свои тяжелые, трагические ситуации, или людям не везет, или у них очень плохое партнерство. В семье нет порядка, многие переживают какие-то ссоры в семье, распри среди родственников из-за наследства. Многие переживают трудности на работе. Но я вам скажу одно. На работе, если вы работаете на предприятии, идеального не бывает. Потому что туда пришли разные люди и все со своими целями. Нет идеальной работы, если это коллектив. Нет, такого не бывает. Поэтому колесо фортуны говорит, что у вас будет ощущение счастья на любой работе, если вы будете делать дела для себя. Ну да, для своего опыта, если это на дядю вы работаете, так называемо. Или же вы будете ощущать себя на своем месте, если вы работаете на себя, что-то маленькое тоже делаете сами. Не нужны вам никакие партнеры. Вот я когда смотрю иногда какой-то фильм или какой-то, кусочек какого-то сериала, просто кусочек русскоязычного, чтобы язык улучшать, потому что у меня же мой язык родной русский, но говорю я уже 30 лет на английском, поэтому мне нужно его поддерживать. Я вижу везде там партнеры кинули, вот буквально в каждом фильме одно и то же. Ну и так, вот сколько нам говорится, а у нас все равно закрыты глаза на это. Мы все равно надеемся, что вот те партнеры не кинут. Что такое партнеры? Вообще в гороскопе 1 и 7 дом – это контраст, это оппозиция. Оппозиция – это самый плохой аспект. Даже если это любимый человек, партнер ваш, вот это колесо – это любовь, да, колесо. Вы колесо, я уже не раз повторяла, вот это считайте колесо моя рука, да. И вы соприкасаетесь с другим человеком, тот, который вас любит, чем-то одним, а все остальное у вас северное, как Лилит, где-то далеко, непонятный вообще вам другой человек. Даже если это родной, даже если это ваш сын или дочь. Это другие люди, это не вы. Вот колеса, мы все как вселенные. А партнеры, там вообще, какая там любовь? Может быть, дружба, вам повезло. Осторожно с партнерством. Лучше не иметь партнеров. Лучше партнеры выбрать технологию, там хороший компьютер. Вам больше ничего не нужно, теперь уже все делают машины. Мы за это и платим. Вы скажете, ой, телефон дорого стоит, или там компьютер. Партнер стоит дороже. Телефон вам служит. Его можно отремонтировать или там технология. А человека не отремонтируешь, если у него в голове непорядок, и он хочет у вас отобрать бизнес и так далее. То есть будьте осторожны с этим, работайте на себя. Колесо фортуны говорит, что вам повезет, вы будете очень удачливы. Давайте возьмем по одной карте на совет, потому что я всегда вижу, как пойдет. И здесь такие вышли карты, что здесь, в принципе, так все понятно, да. Но я возьму все равно на совет для первого расклада, где был Солнце. У вас на совет 8 жезлов, вообще красота. Это одна из, кстати, самых лучших активных карт, потому что на ней закон Сатурна. Это закон земного притяжения. Есть планетарное притяжение, есть у каждой звезды притяжение свое, да, в своей вот всей этой структуры звезды, ее все планеты и так далее. И есть на Земле земное притяжение.
И земное притяжение, оно притягивает все, что живое, все, что биологическое. Поэтому по 8 жезлов у вас уже все будет хорошо, вам не нужно даже стараться. Вы вышли на свою дорогу, а там стараться не нужно. Там нужно делать, что могу сегодня, а что сегодня не могу, завтра сделаю. На это все равно мне хватит сил, потому что это моя дорога. Но я о вас говорю, это ваша дорога. Вам никто не помешает на этом пути. 8 жезлов – это карта успеха, когда все силы космические, земные, люди, обстоятельства, вы сами для себя, все идет в правильном направлении, и все ваши мечты сбудутся. Об этом 8 жезлов. Теперь смотрим на вторую карту, там, где была королева пентаклей. У вас 9 жезлов. А 9 жезлов – это 9 сил, 9 жизней, это счастье огромное. Это когда перед вами вот эти все инструменты, это все ваши таланты, это все ваши предпочтения, это все ваши желания, это вся ваша активность, это планы на будущее. Вы реализуете все свои планы по 9 жезлов. И все планы реализуются. Все, что вы задумали, вам даст великолепный результат. И каждый из этих планов принесет вам доход. Вы будете очень счастливы. Это свой дом, своя квартира. Это, знаете, вы так любите то, что вы делаете, что для вас это огромное счастье это делать. Вот так по второму раскладу. И на это откроет глаза Вселенная, что вы все можете сами. И у вас все получится. Вы откроете свою изюминку. А в отношениях с мужчиной, если вы загадали здесь, то человек очень будет для вас стараться, и вы помиритесь. В отношениях с детьми дайте им жить своей жизнью, они знают, что делают, у них все получится. Если что-то касается спор с родственниками, потому что здесь дерево может указывать на родственников, все будет видно, кто есть кто. Эти распри закончатся. По третьему раскладу, там, где вышло колесо фортуны, вообще счастье какое, да, вообще все карты показывают подсолнух, он же тоже круглый, да. Потом пентакль круглый и колесо фортуны. Понимаете? По третьему раскладу вы просто счастливчик. И дополнительная карта совета дается вам, это еще один старший аркан. Вот колесо фортуны – это 10-й старший аркан, а карта справедливость – это 11-й старший аркан. То есть и еще дальше пойдете. Вы успешны и еще будете больше успешны. А здесь интересно, что в колесе фортуны у вас пентакль посередине. То есть если это то, что вы делаете, кому-то нужно, вы заработаете. Огромное счастье получите. Пентакль – это не только заработок, это вообще успешная, красивая жизнь, когда жизнь удалась, когда все хорошо. И по карте справедливость вам давно уже нужно было этим заниматься, вам давно уже нужно было открыть глаза. По карте справедливость Вселенная говорит, наконец-то вы услышали теперь. И то, что вы открыли теперь глаза, это справедливо для вас. И результат у вас будет огромный, вы будете очень счастливы. 11 номер – это мастер номер удачи. И у вас будет удача буквально в том, что вы для себя загадали. Как я сказала, здесь по 3 раскладам можно загадать разные сферы жизни, или можно загадать разная какая-то ситуация у вас есть, совет получить, посмотреть, будет ли счастливый исход этой ситуации и на что откроются глаза. Но я вижу, что глаза откроются, во-первых, на то, как можно себя продвигать, на жизненное предназначение, какое у вас, на профессию. Здесь, может, для кого-то нужно что-то подкорректировать, вот этот средний расклад. Правый расклад тоже говорит много о колесе, много о пентаклях, то есть о монетах, о деньгах, говорит о справедливости, что вы давно уже должны были быть успешны, у вас давно должны были открыться глаза. Здесь вы находите себя. Здесь вы находите то, что искали, вот это лес вашего подсознания, и там для вас и партнер, и все самое лучшее. И вы, наконец, найдете то, что долго искали. И вы будете очень довольны. По колесу фортуны вы будете довольны результатом. Но по первому раскладу, как я сказала, Солнце, прояснение той ситуации, которая сейчас перед вами. А также Солнце – это успешный исход ситуации. И все идет так, как нужно. Вселенная знает ваши запросы, ваши петиции, ваши молитвы. И ответит позитивно
на все ваши запросы и поможет вам во всем, чего вы хотите для себя. Делайте планы, корректируйте планы на пути. Вот здесь корректировать. 9 жезлов, планы на пути. Да, нужно подстраиваться под обстоятельства, потому что внешний мир, он все время разный. Сейчас очень сложная жизнь везде. Но мы живем в это время, и нам нужно понять, что мир какой он есть. Да, может быть, это жестокий мир, но если мы скажем, что он жестокий, ничего хорошего не будет. Нам нужно принять мир, каков он есть, и попробовать с ним взаимодействовать. Себе на пользу, и чтобы другим не навредить. И тогда 100% будет успех. Я вижу это в картах. Я тоже верю в вас. Верю в вас от души, от сердца. Поддержите мое начинание верить в вас. Вы сами знаете, чем пальчиком вверх ничего не стоит. Я Лена, Ванкувер, Канада. Люблю вас, обожаю. Желаю вам счастья, медвежьи обнимашки, плюшевые. И будем видеться. Пока, мои дорогие.